Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня буду печь краффины. Для тех, кто пока не знает, что такое краффины, кто не знаком с последними тенденциями кулинарной моды, скажу пару слов. Краффины – это такой своеобразный гибрид между круассаном и маффином. Отсюда и название, отсюда и технология приготовления. Тесто сначала тонко раскатывается, затем прослаивается сливочным маслом, сворачивается на манер круассана, но печется круассан в форме для маффинов. В результате получается нечто среднее. Это уже не круассан, это уже не маффин, это краффин. Выпечка очень эффектная, она так очень дорого, роскошно выглядит. Конечно же, очень калорийная, поскольку в ней много сливочного масла. Но очень вкусная, с таким богатым, развитым ароматом. Очень вкусная. И что очень приятно, что внутрь вы можете положить какую-то вашу начинку. То есть преобразовать этот рецепт, усложнить его по вашему вкусу. Конечно же, с тем, что это такая современная новаторская выпечка, я бы немного поспорила. Но, как известно, все новое – это хорошо забытое старое. Но выпечка замечательная. Давайте готовить. И еще несколько слов по поводу рецептуры теста. В этом рецепте я использовала дрожжевое тесто, которое несколько отличается по составу от того теста, которое предлагалось в оригинальном рецепте. Я заводила тесто на молоке, в оригинале оно заводится на воде, вбила в тесто яйцо, в оригинале яйца нет, и добавила немного растительного масла. Масла взяла совсем немного, исключительно для текстуры теста. В оригинале в тесто добавляется сливочное масло, и его добавляется довольно много. Все эти изменения я внесла, руководствуясь исключительно вкусом готовых краффинов. Мне мои краффины нравятся больше, хотя готовила и так, и так. Если вы хотите испечь краффины по оригинальному рецепту, ищите его в описании под видео. Там я приложу две рецептуры, оригинальную и собственную. Вы посмотрите, сравните и выберете. Да, и еще я существенно сократила норму сливочного масла для прослаивания теста. На мой взгляд, в оригинальном рецепте его очень много. Ну а теперь давайте начнем готовить. Для теста нам понадобится 400 грамм муки, 70 грамм сахара, 150 миллилитров молока, 1 куриное яйцо, 6 грамм моментальных или инстантных дрожжей, я беру Сав Момент золотой пачки, это дрожжи специально для выпечки, 30 миллилитров воды для разведения дрожжей, пол чайной ложки соли и 20 грамм растительного масла. Также нам понадобится 100-150 грамм сливочного масла для прослаивания. Сливочное масло оставляем на столе, оно должно согреться, стать мягким и легко размазываться. Растапливать масло ни в коем случае не нужно. Муку просеиваем, дрожжи всыпаем в теплую воду и оставляем на несколько минут, чтобы дрожжи растворились. Как вариант, дрожжи можно растворить в теплом молоке. В молоке они растворяются значительно неохотнее, поэтому я предпочитаю воду. В теплое молоко всыпаем сахар, соль, добавляем разболтанной вилочкой яйцо. Сюда же можно сразу же влить растительное масло. Я его добавлю в самом конце замеса. Добавляем дрожжевой раствор, все размешиваем и замешиваем тесто. На этот раз мы будем замешивать не мягкое тесто, но в то же время нам не нужно, чтобы тесто было очень плотным. Мне привычнее называть такое тесто тестом средней консистенции. Сначала я буду просто добавлять муку и размешивать ложкой, а когда тесто загустеет, перейду на рабочую поверхность. Всю оставшуюся муку высыпаем на рабочий стол, выкладываем тесто и хорошо его вымешиваем. Тесто должно стать гладким, однородным, упругим, пластичным, эластичным и легко отставать от рабочей поверхности и рук, оставляя их чистыми. Я, как всегда, замешиваю тесто руками, но попутно еще раз скажу, что при желании и наличии должной техники вы всегда можете доверить замес теста технике. Хлебопечке, кухонному комбайну, пожалуйста.
Вот такое достаточно плотное, но в то же время живое тесто у меня получилось в результате. И в самую последнюю очередь я вобью в тесто растительное масло. Буду постепенно подливать растительное масло на рабочий стол и месить тесто. Попутно еще раз скажу, что ввести растительное масло в тесто можно было в самом начале. Влить его в теплое молоко. Вот такое тесто у меня получилось в результате. Оно мягкое, пластичное, эластичное, абсолютно не липкое. Оно не прилипает к рукам, даже если надавить на него силой. Тесто однородное на срезе. И даже на срезе оно не липкое, оно оставляет руки чистыми. Оно легко режется и при этом не тянется за лезвием ножа. При желании тесто можно разрезать даже на маленькие кусочки. Тесто округляем. Миску слегка смазываем растительным маслом. Выкладываем тесто. Накрываем. И оставляем в тепле примерно на час-полтора. Тесто должно вырасти в объеме в 1,5-2 раза. Выпекать краффины я буду в форме для маффинов. У меня вот такая большая форма на 12 маффинов. Форму смазываем сливочным маслом и просыпаем мукой. Лишнюю муку стряхиваем. Выкладываем тесто. Обминаем. И делим на 6 частей. Очень желательно поделить тесто ровно, чтобы кусочки были равными по весу. Поэтому, если у вас есть возможность, сделайте это при помощи весов. Взвесьте все тесто, разделите вес на 6 частей и отделяйте от теста кусочки этого веса. Каждый кусочек теста округляем. Тесто накрываем, чтобы оно не подсыхало. И начинаем раскатывать. В оригинальном рецепте тесто раскатывают при помощи машинки для раскатки лапши. Если у вас такая есть, воспользуйтесь. Ну а если у вас такой машинки пока нет, раскатываем тесто скалкой. Раскатываем в одном направлении, примерно так же, как раскатывает тесто машинка для лапши. В результате получается вот такой длинный язык теста. Для того, чтобы из раскатанного теста было легче свернуть краффин, я его еще раскатаю в поперечном направлении. Обычно я раскатываю тесто до ширины примерно 18 сантиметров. Ширина моего раскатанного теста примерно 18 сантиметров, длина примерно 60. Смазываем тесто сливочным маслом. Сливочное масло к этому моменту должно быть комнатной температуры, мягким. В этом случае его можно легко размазать кулинарной кистью. Смазываем все раскатанное тесто. Слой масла не должен быть очень толстым, но в то же время не нужно наносить его совсем тонким слоем. То есть сверху должен быть такой хороший, равномерный слой масла. Сворачиваем в рулет. Сворачиваем свободно. При сворачивании я дополнительно растягиваю тесто в стороны, чтобы рулет был более длинным. И слегка подтягиваю в стороны и свернутый рулет. Острым ножом разрезаем рулет вдоль пополам. Сначала я разрезаю кончиком ножа, чтобы не смять, не склеить слои теста. И в самом конце можно уже продавить, разрезать тесто ножом. В результате получаются две вот такие слоеные полоски. Из каждой полоски сворачиваем маффин. При сворачивании стремимся, чтобы слои теста были кверху, чтобы при выпечке они красиво раскрылись. Кладем в форму, накрываем и пока оставляем. Раскатываем следующий кусочек теста. Если вы будете раскатывать быстро, то форму можно оставить на рабочем столе. Если раскатка будет занимать длительное время, то форму лучше убрать в холодильник, чтобы не было большой разницы в расстойке краффинов. Кладем в форму последние сформованные краффины.
накрываем и оставляем еще на час-полтора до удвоения в объеме. Выпекаем краффины в предварительно разогретой до 200-210 градусов Цельсия духовке до румяности. Обычно на это требуется около 20 минут. Вот такие красивые, пышные они получаются в результате. Аккуратно достаем краффины из формочек, посыпаем сахарной пудрой и наслаждаемся изысканной выпечкой. Свежеиспеченные краффины просто фантастически вкусные. Когда остынут, к сожалению, будет уже совсем не то. Нет, это тоже будет вкусно, это тоже будет мягко, это тоже будет сдобно. Но все же со свежеиспеченными, к сожалению, это ни в какое сравнение не идет. Поэтому не откладывайте, всех зовите к чаю. Вот такие булочки получаются в результате. Они легко разбираются на слои. Можете представить себе, как это вкусно. Внизу краффины получаются мягкие, как такая хорошая, мягкая сдобная булочка, а сверху слоеными с тонкой корочкой и отчасти напоминают круассаны. Итак, наши краффины готовы, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что они вам тоже понравятся. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.